We were talking about sports and ministry. Мы говорили с вами уже про спорт в служении. There's a fellow, I don't know him personally, but he's very athletic. Есть один человек, который очень так спортивно развитый. And so he goes to a stadium where they have, lots of stairs. И там стадион, и на нем много таких ступенек. And he goes there maybe 3 times a week. И он туда приходит 3 раза в неделю. And he runs the stairs. И бегает по ступенькам на стадионе. Вверх-вниз, вверх-вниз. And after a while, other men start to show up. И он бегал сам по себе. Через какое-то время другие начали к нему присоединяться. And asked him, can we run with you? We want to be in good shape too. И говорили, слушай, а можно мы тоже с тобой будем бегать по ступенькам стадиона? Мы тоже хотим быть в такой хорошей форме, как ты. And pretty soon he's got 8-10 guys running with him. И скоро уже 8-10 человек бегали вместе с ним по ступенькам. Похоже на Форест Гамп. Мы там тоже все бегали. Sounds like Forrest Gump, where they were running together. Yeah, they just join in, right? Да, просто присоединились, Но да. во имя чего мы бежим? Я не знаю. So why we're running? I don't know. And that's what they'll say. Why do you do this? Да, Right? да, это вот, да, то, о чем мы говорили. Зачем вы это делаете? Да, не знаю. And as they're resting, after they run, И когда они отдыхали после вот этих забегов по ступенькам, they start talking about other things. они начали говорить о каких-то других вещах. And about worldviews, life, О мировоззрениях, о жизни, family problems, о семейных проблемах. and he gets to minister. И вот так у этого человека получилось начать служение этим людям. Different ways. Разные есть способы. Okay, so we're going to look at basic worldviews И мы с вами сейчас рассмотрим базовые, основные мировоззрения, that are behind most of the major religions of the world. которые стоят за большинством религий мира. And I apologize that all of this isn't in Russian. И я, конечно, прошу прощения, что большая часть из этого не на русском. Не все здесь на русском. It's his fault. Это все из-за него. So we're looking at Eastern pantheistic monism. Но давайте посмотрим, например, на первое наше мировоззрение. Это восточный пантеизм, он же монизм. And this is the background of Hinduism. Это, собственно, то мировоззрение, которое стоит за индуистской религией. Could you just maybe briefly explain the difference between worldview and religion? Because Okay, so your religion, whatever you believe as far as God, краткое отличие между мировоззрением и религией. Да? То есть религия, она верит во что-то касательно Бога. is just one part of your worldview. Ваши религиозные взгляды – это лишь часть вашего мировоззрения. So remember we went back to ask, let me go back just a little bit. Вы услышали, да, этот тезис? Религия – это лишь часть мировоззрения. То есть мировоззрение включает в себя религию. Да, мировоззрение включает в себя религиозные взгляды. Okay, so characteristics of the worldview, it's our origin. Итак, характеристики мировоззрения, да? Во-первых, оно говорит о происхождении, And our purpose о цели, and morality, о нравственности, о морали, what's right or wrong, то есть о том, что правильно и что неправильно, and mortality, и о смертности, да, или о загробной жизни. what comes after we die. То есть что происходит после того, как мы физически умираем. So those are major questions that a worldview tries to answer for a person. И вот это вот основные вопросы, на которые пытается ответить мировоззрение человека. And because of that, a religion is often based on the worldview, what you believe. Очень часто, конечно же, религия основывается на мировоззрении неком, на том, во что вы верите. So as we go through the different world religions, Но и когда мы с вами исследуем основные мировые религии, these are the kind of questions you're going to look at. то вот эти вопросы вы будете задавать. So for Eastern pantheistic monism, Например, говоря о восточном пантеизме или монизме, this one is kind of interesting because it's a little confusing because they believe that there are 330 million gods. То есть
Это интересное мировоззрение, которое немножко сбивает с толку. Они верят, с одной стороны, что есть 330 миллионов разных богов, and yet it's not considered pantheistic. и при этом это мировоззрение не считается политеистическим, да, то есть это не считается многобожием. Because all of them are part of the one. Поскольку все эти 330 богов или божков, они часть одного неличностного бога. When they talk about matter, Когда они говорят о материи, it was created by Brahma, то материя была сотворена Брахмой. but I put it in parentheses because I'm not sure they see it as God himself, but he is the creator. Да, ну, то есть я пометил тут Бог, но я в скобках, потому что я не очень уверен, что они его именно Богом считают. Но они Брахму считают Творцом. So Это название Бога? Ну, мы не можем, наверное... Брахма — это Творец. Бог ли он, здесь вопрос к их мировоззрению. Они, то есть, верят в Творца какого-то, Создателя? Да, они верят в некого Творца, который создал материю. Творца этого они называют Брахмой. when it comes to mankind, Когда речь заходит о человеке, to each of us, то есть о каждом из нас, they believe we have a personal soul. они верят в то, что у каждого из нас есть своя личная душа. When they think of purpose, Когда речь идет о цели человека, the goal is to be liberated from the pain of life. то цель жизни человека, в их понимании, это освободиться от болей, связанных с жизнью. Освободиться от жизненной боли. Жизненной боли. So, this liberation happens after death or during the life? This one, I think, is after. I don't think that they. Я думаю, что в их понимании уже после. This one, I'm not sure right offhand. And then, as far as morality, they understand that there's evil and good. А касательно морали, они понимают, что есть добро и зло, But that evil is payback for bad things we've done. но это зло, которое с нами происходит в жизни, это как бы расчет, это наказание за то зло, которое мы сделали сами. Your question was what? Reincarnation. Because that's where they Yeah. get out of So reincarnation, they do believe in that. Поэтому они верят, например, в реинкарнацию. And you've heard of karma, Вы слышали также эту идею кармы, where they're getting paid back for the bad things that they've done. где, так сказать, карма — это твой личный счет, куда ты, собственно, получаешь плюсики или минусики, да, в зависимости от того, хорошее или плохое сделано. Да. А что такое atoned? Actions must be atoned. Atoned, ну, это слово точно не переводится на русский, но мы используем термин искупленный. Да. Действия должны быть искуплены. Действия должны быть, да, искупленные. Ну, То есть, плата моя, вот то есть, ну, иметь некую отплату или некие, да. То есть, как это? Чтобы посеешь, ты познать. Да, посеешь, познешь, или he's asking about tone. Is it like reaping and sowing, or like you Yes. need to pay for, you need to pay back for your bad things? По Да. сути, идея... Ну, то есть, да, как это, ошибки надо смывать, да, кровью, да. Это как свои. искупление, да? Atonement, да, это искупление, это немножко такое Можно искусственное. сказать, что это тоже идея как бы из Библии, то есть, что посеешь, что пожнешь. So, could we say that their idea of reaping and sowing is in some sense biblical or not? Good question. Хороший вопрос. They understand that there are consequences that have to come to the person because of the bad things they've done. То есть они понимают, что да, некие последствия приходят в жизнь человека по причине зла, которое человек делает.
the difference here is that they don't understand that somebody else can pay that for them. Разница с библейским разделением в том, что они не понимают того, что кто-то другой может уплатить за причиненное зло. In the same sense that we understand Christ comes to pay for that. Да, как бы мы понимаем это так, что Христос несет наказание. Да, Христос уплачивает. То есть они не верят в заместительную жертву, в заместителя. Alex, you're going to teach on cults and Да, Алекс, ты у нас уже эксперт, world да? religions. Ты же будешь учить по культам, Да. мировым Да. религиям. So you could, if any question you could say, just ask Alex. Ask Alex. Expert in it. Ну, я начну учить с истин Божьего Слова, а потом... So he's going to start from like truths of God's word, and then he's going to go to the different distortions. Про наши основания. This is a if you're in a culture where there's a lot of Hindus, then you want to understand this better. Ну, конечно, если вы, например, живете в культуре или в неком месте, где много индусов и индуистов, да, то, конечно, ваш интерес в том, чтобы лучше в этом разобраться. I have a friend that I went to seminary with who is from India. У меня есть друг, с которым я вместе учился в семинарии, который из Индии. He himself is Indian, Ну, он сам индус. and he can share the gospel with any Indian, any Hindu, any Muslim. He's very comfortable with that. И он мог, конечно же, легко делиться Евангелием с любым индусом, с любым индуистом, даже с любым мусульманином. Он очень комфортно себя вот в этом контексте чувствовал. So there's another branch of Eastern pantheistic monism. И есть еще одна ветвь вот этого восточного пантеизма, монизма. And this one isn't Hinduism, but it's Buddhism. И эта ветвь не индуистская, как то, что мы с вами до этого рассматривали, а буддийская. So in their worldview, В there is no буддийском God. ответвлении Бога нет. То есть там было 330 миллионов, здесь Бога нет вообще. It's just a universal law. Бога нет, есть просто некий вселенский закон. Вселенский закон. So when you look at matter, И когда вы смотрите на материю, I couldn't determine whether or not they really, if they are concerned whether it's eternal or not. я не могу точно сказать, как они воспринимают, считают ли они материю вечной или нет. To them, it really doesn't matter. С их точки зрения, по-моему, это вообще не важно. As far as the individual, there's no immortal soul. Касательно людей, они не верят в бессмертную душу. As far as morality, they believe that the actions, kind of like the same as Hinduism, they have to be atoned for. There's karma. Касательно морали, они верят так же, как индуисты, что за плохие дела надо платить, они верят в карму. And so they're paying also for previous lives. То есть и также они выплачивают еще за прошлую жизнь. And as Кредиты far с as прошлой жизни. Да. the purpose of life, again, is liberation or enlightenment, as I'll call it. Целью жизни является освобождение или просвещение, да, ну смотря уже как это называть. Or to reach Просветление. nirvana. Также это формулируется как достижение нирваны. There's a famous poet who lived in the 18th century, Был такой знаменитый поэт, живший в 18 столетии, Buddhist. поэт-буддист. He lost his wife and his 5 children. Он потерял жену и 5 детей. They all died. I'm not sure how exactly. Они все умерли или погибли, я не могу точно сказать как. And so he went to the Zen master И он пошел к учителю дзена, дзен-буддизма, because he wanted some comfort. поскольку хотел какого-то утешения. And all the Zen master told him was that he needs to remember that the world is like dew in the morning. Да, и мастер ему сказал, просто, говорит, помни, что мир это как утренняя роса. And that didn't comfort him. Надо ли говорить, что это не сильно его утешило. So he writes this poem. He says, the world is dew. И он написал вот эту поэму, да, земля
Yes, the world is dew, Мир — это роса. Да, мир — это роса. and yet, И все же, и все же. he says it doesn't satisfy him. То есть он сказал, да, что это не удовлетворило его. Basically, the Zen master is telling him to get over it. И фактически ему дзен-мастер сказал, да, переживешь как-то, да, держись. Ну, как-то, знаете, да, да, переживи это. Неприятность этого. Неприятности это не переживешь. So, the word is due. Because that's a way of doing things. It does recruitment. Right. So there is like intolerance. But once you break out of that, It's Kobayashi Issa. Ага. well, that's the goal. Yeah, no, but there is like rebirth, you know. So just, because that's would be a hard thing for somebody, a Buddhist to believe with. But yeah, that's it. It would be hard for them to believe that there's just one. That's because they believe in rebirth. Right. So, My wife is saying that she studied Buddhism for 5 years. I mean, She was Buddhist. Супруга I didn't изучила. study that, lived in. She lived. She was a Buddhist. Моя супруга была буддистской сама 5 лет. Before I came to Christ. Before she came to До Christ. прихода ко Христу. Так что она могла бы добавить к этому. Ага. Yeah, I found out the name of the poet, Kobayashi Issa. Isa. Yeah. Yes. So, yeah, I'll send wiki page. У нас есть пастор в Киеве, Исса фамилия. Да, да, да. Андрей, что? Рафи. Вот второй пункт. Что возник- Материя или космос? Where did it come from? Да, откуда произошла Вселенная, происхождение Вселенной? Их это не особо заботит. As a Buddhist, I would say it was, always was. Always Ну, как, eternal. с точки зрения буддиста, материя была всегда. Материя вечна. That the rebirth part is. So, for the Buddhists, it's important for them to understand that they think they're going to be able to come back to be reincarnated. Ну, для буддиста важное вообще как бы замечание, And что they come back as a person. они That's why your they can karma, come as a you rock. want to get rid of your karma because They you can come come back back. as a rock. The only way that you can come to enlightenment is being a human. Right. So if you do a lot of bad things, you may come back as a god, but then you have to eventually get back to being a human. Can you actually come back as a rock? No, it has to be a life. It's a life thing. Yeah. да. So, it has, go ahead. Yeah, I've heard it. Да, то есть буддист вообще как бы он верит, что как бы он реинкарнируется, и если он жил хорошо, то он реинкарнируется снова человеком, если жил не очень хорошо, то ну, может быть собакой, ну все равно какое-то одушевленное существо, но как бы низшего класса. Вот, поэтому для буддиста важно, чтобы этот мир продолжал существовать, чтобы было в кого реинкарнироваться. Вот до конца не знает, да, в кого он будет. So, but the Buddhist doesn't know exactly whom he is going to be in the next life, so it's not up to him. But if you do a lot of bad things, you'll be lower down. Да, но если делаешь много плохого, то понизит тебя в статусе. So the Buddhist understands good and evil. То есть буддисты понимают добро и зло. То есть, Да. а как они определяют? То есть у них такое же понимание добра и зла, как у христианских? So, do they have the same moral standards as Christians? Do they have like the same perception of good and evil, or it's different? Только думаешь о себе или ты еще и помогаешь другим? Do they concern about like social good, or it's more about like my own benefit? Is it like is it considered worthy to care about the needs of others and needs of society, or it's more about like my own needs? What would you say? It's complicated. Все сложно. They have the idea that you are like one with the universe, so suffering, life is suffering is what they believe.
То есть они особое внимание уделяют страданиям, как бы фактически в их понимании вы одни во Вселенной, мы одни во Вселенной, да, и страдания как бы наши, вот это. So, yeah, I would say there is social consciousness. Поэтому есть, конечно, с одной стороны понимание того, что да, мы живем в обществе, But there's not like the consciousness would be not to do harm to other people. но это вот понимание жизни в обществе больше ведет к тому, чтобы не причинять вреда другим людям. But it's hard to explain, and so И сложно take объяснить. too much time. Is there an idea of like sacrifice for others? Is it like idea of sacrificial love, or it's more? I wouldn't say, but I may not be the best source. So. Да. Ну, то есть не настолько там нету такой явной идеи там жертвенной любви или там жертвенности ради других. Because my experience was colored by American culture. Ну, опять же, как бы мой личный опыт как бы буддизма, он был как бы в цветах американского буддизма, да, то есть это буддизм наложен на американское как бы менталитет. So is there a guideline as to what is right and wrong? Но есть ли некие четкие стандарты, некие линии, отделяющие хорошее от плохого? Well, they had like a list of precepts, but the only one I really remember was not to hurt somebody else by getting them into drugs or like into things that would harm them. But Ну, у них были определенные там списки заповедей, повеления, но то, что я единственно помню, это типа не причиняя вреда другим людям, не подсаживая других людей там на наркотики и так далее. Вот это вот они на этом делали акцент. The thing about right and wrong, Касательно хорошего и плохого. individuals normally pick what they want to believe is right or wrong. Обычно люди, они выбирают, да, во что им верить, да, и что считать хорошим и плохим, добром и злом. And so probably even among Buddhists or even among Christians, we might think what you're doing is wrong. И даже, я думаю, и среди буддистов, и даже среди христиан мы можем сказать, что вот то, что ты делаешь, это плохо. Ты скажешь другому там брату или сестре во Христе. And what I'm doing is right. И скажешь, а вот то, что я делаю, это хорошо. And let me give you an example. So А он скажет, да нет, это все не так. a lot of people smoke. Например, пример, да, многие курят. In some churches, that's going to be on the wrong side. В некоторых церквях курение, оно в колоночке зло, абсолютное зло. In some churches, it doesn't matter. It's not healthy, but it's not a sin. В некоторых церквях как бы это не имеет особого значения, это, ну, они признают, что это не здоровая привычка, но это не грех. And so what I'm saying is that I think just individually, we all kind of decide as best we can as believers from the Word Я what's думаю, right or wrong. что получается так, что как бы индивидуально мы сами наилучшим для нас, как нам кажется, образом решаем для себя, что хорошо, что плохо, что добро, что зло. Like Paul in Romans, he says, you know, if they put meat in front of you, eat the meat. Как Павел в Римлянам пишет, да, если перед вами ставят мясо, ешьте мясо. But for some people that they wouldn't want that. Но, например, какие-то люди, они, ой-ой-ой, мясо они не будут есть. Does that make sense? So if they will tell you that this is from idols, like don't eat. Yeah. Да, If it offends them. да, если да, кто-то вам скажет, что мясо там от идола, и особенно если на вас кто-то смотрит, тогда не ешьте. So, Я правильно понял, что понимание добра и зла зависит от степени понимания Библии? Could we say that understanding of God and evil, perception of God and evil among believers depends on their understanding of the Bible, or there is no direct correlation? between Depth of understanding of the Bible and clear perception of good and evil. Is there a correlation here? I think the better we understand the scriptures, we understand right and wrong. Я думаю, что да, в целом, чем лучше мы понимаем Писание, тем лучше мы разделяем добро и зло. What you get from the scriptures is that what I understand, what matters is what's in your heart. Но что я вижу в Писании, да, что основной акцент делается на том, что в вашем сердце.
Because why I do what I do is what's important. Поскольку с точки зрения Библии очень важно то, почему я делаю то, что я делаю. For example, in the Gospel of Matthew, Не сам внешний акт. Sermon on the Mount, Например, Нагорная проповедь, да, в Евангелии от Матфея. the Pharisees give alms to the poor. Фарисеи давали милостыню нищим. Is that a good thing? Хорошее дело. Right? Да, хорошее. And Jesus, is he happy with them? Иисус рад был этому? Why? Нет? Яким серцем вони це? Because of the heart. Because their goal, their heart was wrong. They Поскольку- wanted to boast. Целью их, мотивом их сердца было похвалиться, это была неверная цель. And they prayed, right? И они молились еще. Is it good to pray? Хорошо ли молиться? Да. Хорошее ли дело? Was Jesus happy with their prayer? Был ли Иисус доволен их молитвами? И они молились перед людьми. За They were показ. praying before people, they were showing off. You see my point? Видите, как бы к So чему we я can клоню? do the right things, but they can still be wrong. Поэтому мы можем делать правильное дело, хорошее дело, которое все равно будет плохим. І можна зробити зло, як треба, обманути, і це буде добра справа. And sometimes it's vice versa, because Rahab, she lied, but that was considered a good thing. Ну, иногда у нас есть, например, думаем, что сделали плохо, на самом деле сделали то, что Бог хотел, чтобы мы сделали. Ну, бывает. And sometimes it could be that we did something we considered a wrong thing, and finally something got wanted. Good. Да. When you share the gospel with somebody and they get angry with you, Когда вы делитесь Евангелием с каким-то человеком, и человек на вас гневается, you might think it's the wrong thing, вы можете подумать, что это плохо, это неправильно, but you're doing it for the right reason. но вы-то делаете это с правильным мотивом. You don't purpose to upset them, У вас не стоит цель вывести человека из себя. but when you blow, your three little pigs and the wolf blows down the house, When you blow. the three little pigs, Да, но когда вот это как три поросенка, когда вы дуете на этот картонный домик их убеждений, they perceive it as wrong, они воспринимают это как нападение, как нечто плохое. Да. but you're trying to do right. Но вы-то пытаетесь что-то хорошее для них сделать. Что насчет? Этим летом у меня так попало, что я добирался из Киева, был фестиваль, где изучали книгу из фильма, там было несколько тысяч человек. И я как автостопом добирался, минут 20 ехать. И меня подвозил буддист, и я думал, сейчас расскажу, что может быть пригласить его на изучение Библии. А он мне в ответ сказал, что у них такие же фестивали есть, все. То есть я думал, что они немножко такие, примитивные, забитые. Там из консервы есть. Консервы? Спасибо. Да, so this summer he was attending some Christian like Bible study festival, big Bible study event, and there were a few thousands of participants, and he was hitchhiking on the way back to Kiev, and the guy who took him was a Buddhist. So, and Vasil tried to kind of share with him or make him interested, and he figured this guy said that we have developed system too. We have also festivals, we have studies, we have infrastructure, and so they are not that primitive as we might think. So, No, they're not. да, они далеко не такие примитивные, как мы думаем. Most people in their worldview are convinced that's the way it is. Большинство людей в своем мировоззрении, они совершенно убежденные, они считают, что именно так оно и должно быть. So, Nirvana is freedom from having to be reborn. Yeah, right. So you get out of the cycle of birth and death. Да, то есть нирвана, да, в их понимании, да, также, что надо важно отметить, это освобождение от вот этого цикла жизни и смерти, необходимости реинкарнироваться. То есть некое уже стабильное состояние. Okay, the next religion, I'll call it, or worldview, is atheism. Следующее, не знаю, как сказать, религия или мировоззрение, это атеизм. Да, Катя. Такой вопрос. Если нирвана это уже стабильное состояние, и каждый пытается его достичь, то как человек, который потом
переродился в животное, может достичь этого состояния. So, if nirvana is desired condition and your purpose is to reach that, so how could you reach that condition when you are becoming an animal? So should you be a good animal? Ну, надо быть хорошим животным. То есть надо быть хорошим Надо быть хорошим животным, чтобы... Нет, растением нет, а только одушевленным. только Надо быть хорошим животным, чтобы вернуться в человеческое состояние, потом, ну... You want to be a good rat? Да, надо быть там хорошей крысой, так, щенком. It's like, who knows? Это из разряда, кто его знает, как сложится. You see, questions like that, Вот такие вопросы, как вы задаете, that's where you go to think, okay, is it coherent? Does it make sense? вот вы показываете, да, вот тем самым, да, вот, что вы мыслите вот с точки зрения, есть ли внутреннее противоречие, ну, является ли мировоззрение данное последовательным само по себе. What does it mean to be a good rat? Да, то есть что значит быть хорошей крысой? You see what I'm saying? Понимаете? Those are good questions. Это хороший вопрос. Не воровать сыр и тому подобное. Do not steal the cheese. That is how I came to Christ. Я, собственно, от этих размышлений, собственно, и пришла ко Христу. You were a good rat? No. Ты была хорошей. Those questions blew my house was brought down. То есть, какого рода вопросы, собственно, и разрушили вот эти твердыни в моем разуме? Because those are valid questions. Поскольку вопросы-то правильные, вопросы адекватные. And oftentimes people in their worldview, И очень часто люди в своем мировоззрении, they've never asked themselves those hard questions. они не задают вот такие вот здравые вопросы. And so that's what we're doing, is we're going to ask И questions. вот что мы делаем, мы задаем такие вопросы. And we'll ask it with a smile, Конечно, задаем их с улыбкой. so that they know we're not attacking То them. есть, чтобы люди понимали, мы их не атакуем. I really just want to understand. Я просто хочу разобраться, я просто хочу понять. And sometimes I ask my wife with a smile, И часто я задаю вопрос своей жене с улыбкой, and she gets frustrated because she doesn't have an answer. и она расстраивается, потому что нет у нее ответа на этот вопрос. She says, go read a book. Она говорит, иди книжку почитай. Okay, atheism. Атеизм. Again, the main things, what do they say about God? There Опять is no же, God. основное, что они говорят о Боге, да? И с этой точки зрения Бога нет. So that's their theology, Это их богословие, that there is no God. что Бога нет. As far as the matter or the cosmos, where did all this stuff come from? Касательно материи или космоса, откуда вообще все взялось? Here again, not everybody who's an atheist thinks the same way across all these. Опять же, не каждый атеист одинаково мыслит обо всех этих вопросах. So some believe that everything in the world always existed. Некоторые верят, что все, что есть в мире, существовало всегда. Ну, то есть, где вечная материя. Just like the Buddhists. Как и буддисты в этом смысле. Others think it was self-created, that it came about from nothing. И некоторые считают, что материя создала себя сама, то есть она сама из ничего появилась. These are typical, okay, because you'll probably find some atheist that might believe that there's an immortal soul. Я говорю о типичных взглядах атеистов, да, например, по поводу души. То есть большинство не верят в бессмертную душу, но могут найтись такие, которые верят. But generally they would say there's no immortal part of us. Но в основном атеисты говорят, что нет внутри нас никакой бессмертной некой составляющей. That when this body dies, that's it. Умирает это тело и все. And again, if this the views of atheists are probably taken from the ones who write books or give speeches. Обычно вот эти атеистические взгляды люди берут от авторов, которые пишут книги или там выступают с лекциями. But you'll find some atheists that differ from these. Но при этом вы можете найти атеистов, которые отличаются вот от такой традиционного формата. You have a restaurant here in Kiev. It's the cafeteria where the fat house. What's that? Fat house. The, Пузата хата. Ага. yeah.
Да, у вас есть вот в Киеве тут пузата хата, да? Да. Кафе. And you get your tray and you take one of these, И вы one of those, идете с подносом, берете себе вот этот салат, вот этот супчик, вот это все. and then no, none of that, Так, one нет, of these, вот right? это не буду, вареники не буду, да, мяско возьму. So you pick and То choose есть what you вы want. выбираете то, что вы хотите. That's what people do. Вот, собственно, то, что делают люди. They pick and choose what they want to believe. Они выбирают, во что они хотят верить. So for the common atheist, there's obviously no God. С точки зрения обычного атеиста, Бога, конечно же, нет. They don't really know where the world came from. Something it's always been there. Они на самом деле точно не знают, откуда взялся мир. Скорее всего, с их точки зрения, он всегда был. Some think it self-created. А некоторые считают, что мир создал себя сам. Most will believe there's nothing immortal about us. Большая часть верит в то, что в нас нет ничего, никакой бессмертной составляющей. As far as morality, С точки зрения морали, they think that there wasn't anything. Obviously, God didn't put it in us. они не верят, ну, очевидно, что в нас что-то Бог вложил, какие-то моральные стандарты. That we just learned it from evolution. И они говорят, что все вот мораль мы усвоили из эволюции. Эволюция научила нас морали. And the goal in life is basically to survive the best that you can. И наша цель в жизни просто выжить наилучшим образом. One thing that you'll find among atheists Одна вещь, которую вы обнаружите среди атеистов, is that if they really believe what they say they believe, это то, что если они действительно по-настоящему верят в то, что они заявляют, their existence is pretty bleak. то их существование довольно мрачное и серое. But oftentimes they cheat Но очень часто они мухлюют, because they don't want to believe that there's necessarily anything right or wrong. то есть они верят, что не обязательно есть что-то по определению хорошее или по определению плохое. In fact, Richard Dawkins, who happens to be an atheist, he's a professor at Oxford. Например, вот вышеупомянутый Ричард Докинс, профессор в Оксфорде, который такой заметный, видный атеист. He says he doesn't think there's anything necessarily wrong with pedophilia. То есть он как-то заявил, что с его точки зрения нету ничего, как бы в конечном счете плохого, например, в педофилии. Because who's to say what's really right or wrong? Потому что с его точки зрения, кто вообще может сказать, что что-то есть зло или что-то есть добро? If it's accepted by the society, И если что-либо принято обществом, then it should be okay. то значит все в порядке. So, there's, when you think about the universe, Когда вы думаете о Вселенной, the question comes to whether or not you believe that everything in the universe is material, вопрос сводится к тому, что верите ли вы, что все, что есть во Вселенной, это материальное? or whether it contains things that are spiritual as well, Или immaterial. в нашем мире есть еще некая духовная, нематериальная составляющая. Понятна мысль? То есть, что такое как бы Вселенная, мир, где мы живем? Только материя, только материальное, или есть что-то нематериальное? So even for the morality as to what is right or wrong, И потому даже вот с точки зрения морали, да, что есть хорошо и что плохо. here again, if my goal is to survive as best I can, Опять же, если моя цель просто выжить наилучшим образом, to help me, I need to steal his wallet. то с точки зрения достижения цели, если мне это на пользу, я могу спокойно украсть его кошелек. So is that right for me? Если это, то есть, и хорошо ли это для меня? It would be. Может быть, It helps хорошо. me. Мне это поможет достичь моей цели. But if there's no right or wrong, he can't complain. Да, и если нету добра и зла, то в принципе он даже не может как бы мне выдвинуть претензий. The next one is deism. Следующий взгляд, следующее мировоззрение – это деизм. And here we ask the same questions. И здесь мы задаем те же вопросы.
What do we know about God? Что мы знаем о Боге? The deists believe that God exists, Деисты верят, что Бог существует. but He doesn't care about you or me. Но Бог, существуя, ни обо мне, ни о вас особо не заботится. This Всё is равно. the idea of the clock maker who wound up the clock and then let Это it идея go. вот этого часовщика, который создал часы, завел часы и пошел по своим делам. Бог существует сам по себе. So, like, he kind of exists by himself. Right, He leaves us alone. Да, он оставил нас, он не участвует в нашей жизни. And so, as far as the world or the cosmos, Касательно мира или космоса, материи, everything matter, it was created by God. все материальное сотворено Богом. But after He created the whole Но universe, после того, как Бог создал всю Вселенную, He went away. он пошел по своим делам. And this is now what we call a closed system. И теперь вот эта Вселенная, это так называемая закрытая система. Because He doesn't interact with us anymore. Поскольку Бог больше не взаимодействует с нами, Он не влазит в нашу жизнь. And people will believe in this because they accept the fact that there's a God, had to be, И люди верят в это, потому что они признают тот факт, что да, Бог есть, Он должен быть. but when they look at the world in their worldview, Но когда они смотрят на мир через призму своего мировоззрения, they don't see God interacting with us at all. они не видят, чтобы Бог с нами взаимодействовал или как-то участвовал в нашем мире. In this case, again, not all deists believe this, but many believe that there's no immortal soul. Опять же, в данном случае, может, не все деисты так верят, но большинство верят, что нет бессмертной души. As far as morality, some will accept that God has put morality in us, А с точки зрения морали, некоторые из них согласятся с тем, что Бог вложил в нас какую-то мораль, others believe that we just learned it kind of like as we go along. а другие говорят, что мы учимся морали по ходу. And then again, the goal of life is basically to survive as best we can. И целью жизни является, в принципе, просто выжить наилучшим образом. А мораль это понимание добра и зла, да? Да, да. Что такое хорошо и что такое плохо. То есть нету какого-то точного понимания, да? Есть варианты, да, то есть один вариант, что да, вот чувство добра и зла вложено Богом, да, то есть стандарты. Другие говорят, что мы учимся по ходу. То есть оно есть. This was, go ahead. Was Mr. Newton a deist? Because a lot of people they say, Christians say that he was a believer. Isaac Newton? Isaac Newton, yeah. I don't know of him. Mhm. Good. And this isn't as popular as it once was, Это мировоззрение уже не так популярно, как было когда-то. even though some atheists who have come to believe in God, they often will become deists. Хотя, что интересно, многие атеисты, уверовав в Бога, останавливаются именно на этом. Они становятся деистами. Как в примере того профессора, да? It's like the professor flu that you've mentioned. Да. Good point. Хорошее замечание. Okay, postmodernism. Следующее. Постмодернистское мировоззрение. There's a term. Modernism? Есть такой термин, как модернизм. Во всем есть. Просто, извините, я так сказала, голос. Нет, окей. Я просто сказала, что модернизм он во всем есть, как в религии, как, не знаю, в архитектуре, то есть вот это слово. Ну, современный. So, could you briefly explain what this Modernism? Да. Because she says that there are a lot of modernisms, like in architecture, in a lot of... Very good. Да. Right. So it's a time. It showed itself in architecture, but what it means. Модернизм действительно проявил себя и в архитектуре тоже. Но вот что технически этот термин обозначает как мировоззрение? There was a time that if you listened to scientists, and he told you if you take vitamin C, you won't get a cold. Vitamin C. Наверное, да. То есть были времена, когда, например,
Ученые говорили людям, если будешь есть витамин С, то не будешь простужаться. And we would believe him because he's a scientist. И были времена, когда он сказал, мы поверили, он же ученый. And he has proof from his studies that if you take vitamin C, you won't get a cold. И он же доказал там экспериментами, исследованиями, что да, если скушаешь витамин С, не простудишься. And so we understood at one point when we were modern that we could believe science. И в какой-то момент, вот, когда человечество проходило вот этот период модернизма, то люди в основном верили, что можно верить науке. Because we weren't superstitious anymore. Поскольку люди в то время, это первая половина 20 века, уже не были суеверными. But postmodernism Но постмодернизм, то, что пришло вслед за этим, says that when they tell the doctor does the commercial and says take vitamin C and you won't get a cold. Постмодернист скажет, если где-то там какой-то доктор, особенно в рекламе, скажет, кушай витамин С и не простудишься, We're not sure we believe him anymore. то мы уже не уверены, можно ли ему верить. We doubt him. Мы уже сомневаемся And we doubt everybody. в том, что он говорит, и в том, что говорит кто бы то ни было. Whether they're professors Будь это профессора, or research scientists, исследователи, we think we're not so sure about these anymore. мы уже так думаем, что мы не уверены во всех этих авторитетах. And so we decide for ourselves what we want to believe. И мы уже, будучи как постмодернистами, мы сами для себя будем решать, во что и в кого верить. In terms of like architecture, Например, в вопросах архитектуры, к примеру, originally most buildings were square, изначально большая часть зданий были квадратной формы, квадратно-прямоугольной формы. right? Да? And then postmodernism started putting different angles. В постмодернистском Right. архитектуре уже там добавляют дополнительные углы. То есть оно уже не четырехугольное, оно уже там. Because modernism was like a new era of time Модернизм был своего рода такой новой эрой, новой эпохой, where new things were being accepted когда принимали люди легко какие-то новые вещи. because now we have experts that tell us what is real. Да, почему? Потому что вот у нас есть эксперты, ученые, которые говорят нам, как оно есть на самом деле, и мы им верим. But postmodernism А постмодернизм is where we're at today. – это вот наше нынешнее состояние. So we don't necessarily believe the experts. Мы уже не с такой уже охотой верим этим экспертам. And so when it comes to God, И когда речь идет о Боге, we decide if there's a God. мы сами для себя решим, есть Бог или нет. We decide what he's like. Мы сами для себя решим, какой он. We decide what she's like. Мы решим также для себя, какая она, если Бог женщина. Есть такой культ уже. There is a cult like that. Yeah, there's lots. Да, Yeah. их много этих культов. А как правильно переводится? А? Первое, Whatever we decide, как мы решим. Как мы решим. And I get to decide for myself. То есть я должен решить для себя. So if I want God to be this coffee cup, И если я хочу, чтобы Бог был вот этой кофейной чашкой, this is God то вот это мой Бог. to me. Мой, для меня. No matter what any expert says, Мне не важно, что там говорят ваши эксперты. no matter what the Bible says, Не важно, что говорит Библия. I decide. Я решил. Мой Бог – кружка кофе. And the world, the И cosmos, вот этот мир, этот космос, I can decide where it came from. я сам для себя могу решить, откуда он появился. I'm not sure I believe the scientists anyway. Я не уверен, что я буду так уж сильно верить этим ученым. And as far as, what's this one? People. People. Or Oh, soul? soul. Soul. I can decide if I have a soul. Касательно человека, я сам для себя решу, есть у меня душа или нет. I can decide what happens to that soul. И я сам решу, что с этой душой случится. Про макаронного монстра чего, да? А? Про макаронного. Yeah, they have a Бог. satiric cult of the macaron monster, like this kind of fake religion that becomes almost serious.
Huh. Like they believe in macaroni and monster. That Macaroni? macaroni, yeah, like The the noodle? yeah, Spaghetti. noodle. Spaghetti monster. Yes. And they Yes. said this is God. And Там був же ж прикол, що можна сфоткатись на паспорт в Параджі, да, з бородою, а чувак з друшляком сфоткався. сказав, що немає they in their cult they could take like a pot and put it, and they said that this is our covering, and they even do the passport pictures with the always porridge with the pot on their head. Because of religious, we can do this. Because they say this is our spaghetti monster is our God, so we're a pot on our head. One of the easiest things you could do, at least in the United States, Вообще одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, по крайней мере в Штатах, is you can start a new cult. вы можете начать новую религию или секту. You can take a piece of foil, Легко. Можете, aluminum foil, возьмите там кусок алюминиевой фольги, and fold it and make a hat. сверните его, сделайте себе шляпку такую, да, или пилотку, And you can say, everybody needs one of these hats. и вы можете сказать, каждому человеку нужна такая пилотка из фольги. And then God will talk to you. И тогда Бог будет с вами говорить. And people sign up И люди будут подписываться под это. because it's whatever you want to believe. Поскольку истина это все, во что вы решили поверить. А можно так сказать, что постмодернизм это сам себе Бог человек? So could we say that in postmodernism the man is God for himself, That's exactly right. or it's more like humanism? That's exactly Да, right. да, точно. That's very good. Хорошее замечание. And so as far as morality, Касательно морали, I get to decide what's right or wrong. я сам для себя решу, что хорошо, а что плохо. Nobody can tell me. Никто не имеет права мне что-то говорить. And as far as the goal in life, Касательно цели в жизни, they speak of humanity's breakthrough to a higher level. люди часто говорят о прорыве человека на некий новый уровень. Some believe that they themselves will become gods. Некоторые даже утверждают, что мы сами можем стать богами. But again, I caution you because postmodernists, their beliefs can be anywhere across the map. Да, но опять же, я просто вас хотел предупредить, что убеждения постмодернистов могут быть очень разбросаны в большом масштабе. То есть они могут брать для себя отовсюду. Does that make sense, Eddie? Kingdom of God, what's that? That we're going to enter into the age of Aquarius. Да, то есть и некоторые даже утверждают, что мы вскоре войдем в некую новую эпоху, там, эра Водолея. Is this the basis of the New Age? I would say so. Да, но это уже такие больше те, которые по New Age, да, New Age мировоззрение. Эра Водолея это оттуда. Okay, let's try to wrap up. Theism. Хорошо, теизм. So as far as God, Говоря о Боге, we believe He's personal. That means He has relations with us on a one-to-one basis. да, значит, теизм. Следующее, теисты верят, что Бог личностный и что мы можем иметь с Ним взаимоотношения. As far as the matter or the cosmos, we believe it is created by God. Касательно материи, теист, ну, как и мы верим, да, что материя сотворена Богом. In terms of mankind, we believe that we are more than matter, more than molecules. С точки зрения человека, да, и что он из себя представляет, мы верим, что мы больше, чем материя, мы больше, чем просто набор молекул. That there is something immaterial about us, И мы верим, что нечто нематериальное есть в нас. a soul or a spirit. Там душа или дух, уже тут как кто называет. As far as morality, Касательно морали. it's established by God. Мораль установлена Богом. Моральные стандарты установлены Богом. And as far as purpose, И касательно цели, our purpose is to glorify God. наша цель с точки зрения теиста в том, чтобы прославлять Бога. Теизм — это христиан. Христиан. Is theistic worldview a Christian worldview, or it doesn't constitute Christianity by itself?
This would be more Christian, right? Ну, это ближе к христианскому мировоззрению. Would Orthodox Jew believe the same? Yeah. Но ортодоксальные иудеи верят в то же самое, не будучи христианами. Would Muslim believe in the same stuff? I think they probably, yeah, they would also. Мусульмане тоже верят практически во все вот это. То есть теистически не равно христиански. Це фактично Бог Біблії мусульмани перекручений просто. Це не буде, не прийшло. We could say that the Muslim view of God is distorted, Right. biblical Christian view. From here. Я Да, Yes, да, right. Це є це Бог Біблії, просто або прямий, або перекручений. Мгм. Мгм. So one thing you want to think about as you're thinking about worldviews И вот, размышляя о мировоззрениях, is, what you do with God, but if there is a God, what kind of God is He? да, то есть вообще как мы определяем мировоззрение? Если есть Бог, да, какой Он? When you think about matter, Когда вы думаете о материи, material, о материальном мире, Вселенной, cosmos, космосе, you only have, I think, 2 or 3 options. One, it was created. вообще вариантов не так уж много, да. Первое, это материя сотворена. 2, it was eternal. It always was. Второе, что материя вечная. That's it. И все. In terms of man, С точки зрения человека, we're one, just matter, мы просто материя. or 2, Или второе, we're matter мы материя плюс. and immaterial. И второй вариант это как бы есть у нас некая материальная часть и нематериальная часть. We call it spiritual part, or Или spirit. духовная часть или дух. Мгм. Okay, we're done. Готовы? Все? Мгм. Космос, это там получается сотворены, и второе это что? So the cosmos is created или вечный, вечный. Ну то есть существовал вечный. You could maybe add in cosmos another option. It doesn't matter. Like, It doesn't matter. да, для некоторых можно добавить третий вариант, да, что типа неважно, не имеет значения. It may not matter to you, but it still had to be either there eternally or had to be created. Да, но Or self-created. ну, то есть на самом деле, да, можно добавить еще вариант. Материя сотворила себя. So the Big Bang theory would probably advocate for the later, for self-creation. For self-creation? Big Bang theory, would it? See, I don't know that they actually answer where the material came from. Да, ну я даже, не знаю, там сторонники Большого Взрыва, как они ответят на вопрос, откуда произошла материя.